Привет, друзья! Вы на канале Каревая жизнь на Кипре. Сегодня 14 октября, температура воздуха 27 градусов. И мы для вас, как и обещали, снимем видео про титулы. Что же такое титул? Этот вопрос волнует всех. Сегодня я хочу поговорить с вами о такой важной вещи, о покупке недвижимости на Северном Кипре, как титул. Для того, чтобы раскрыть суть этой темы, окунемся в 1974 год. До этого года остров Кипр представлял собой единое государство, на котором проживали греко-киприоты и турко-киприоты. Турко-киприоты исповедовали ислам, греко-киприоты – православие. Но эти два народа, так как они жили в одних климатических условиях, из-за того, что вот они жили совсем рядом, их быт переплетался, и внешне они очень похожи. Мне говорили, что нельзя было различить турко-киприота от греко-киприота визуально. Они такие же по темпераменту похожи. И из-за того, что вообще остров Кипр – это английская колония, и здесь англичане издавна, здесь настолько эта европейская культура сюда внедрена, что и греко-киприоты, и вот турко-киприоты, они стали очень похожи. Они были рождены в одних условиях, они разговаривали на одном и том же языке, но в количественном соотношении 30 на 70, 30% населения турко-киприотов и 70% составляли греко-киприоты. И в 1974 году произошел конфликт между этими двумя очень хорошими народами. По истории я вам ничего рассказывать не буду. Вы можете почитать в интернете, берите разную информацию, читайте отзывы людей, берите информацию с разных источников, потому что вы знаете, что сейчас вы знаете, что информация может быть искажена, исковеркана. После конфликта Кипр был разделен на две части. Одна часть отошла к турко-киприотам, другая часть отошла к греко-киприотам. На сегодняшний день Южный Кипр, который входит в состав Евросоюза, принадлежит греко-киприотам, а Турецкая республика Северного Кипра, так называется часть Кипра, которая отошла турко-киприотам. И турко-киприоты из Южного Кипра переехали на Северный Кипр, а с Северного Кипра греко-киприоты переехали на Южный Кипр. И уже на протяжении почти 50 лет остров разделен, и этих два народа живут раздельно. И Турецкая республика Северный Кипр, она не признана сообществом мировым, только Турцией. Многие, кто покупает недвижимость на Северном Кипре, задают одни и те же вопросы. Могут ли у меня забрать эту недвижимость и были ли прецеденты? Граждане Великобритании Дэвид и Лиза Абрамсы приобрели землю на Северном Кипре, которая раньше принадлежала греко-киприоту Милитису Апостолитису, который в 1974 году вынужден был покинуть северную часть острова. Милитис Апостолитис узнал об этом и в 2004 году подал иск в суд Никосии для того, чтобы
абрамсы покинули его землю. И в ноябре 2004 года суд Южного Кипра, который находится в Никосии, вынес приговор, чтобы абрамсы покинули землю Милитиса Апостолитиса на Северном Кипре и возместили ему все издержки. В связи с тем, что исполнение решения суда, которое было вынесено на Южном Кипре, на Северном Кипре было проблематично, тогда Апостолитис подал иск в суд Великобритании, чтобы их граждане покинули территорию Северного Кипра, именно его землю. И стало неожиданностью, что в 2006 году суд Лондона принял сторону своих граждан и вынес решение оставить землю, которая принадлежала Апостолитису ранее, на Северном Кипре абрамсам. Тогда Апостолитис подал апелляцию в Европейский суд, который принял его сторону и вынес решение, чтобы семейная пара британская покинула земли Апостолитиса, которые находятся на территории Северного Кипра. Это дело стало прецедентом, которое позволило другим киприотам подавать такие же иски. В 2010 году в Европейском суде рассматривались иски греков-киприотов, которые были поданы на возврат своих земель. И в этот раз суд вынес другое решение. Суд постановил, что нету принципа, по которому нужно возвращать греко-киприотам им первоначальную собственность. Что права на землю имеет не только первоначальный владелец греко-киприоты, но и нынешние владельцы этой земли на Северном Кипре. И те, кто предъявляют требования по своей недвижимости на Северном Кипре, должны обратиться в комиссию по недвижимости, которая находится на Северном Кипре. Таким образом, это решение полностью отменяет то решение, которое вынес до этого Европейский суд по делу Апостолитиса и абрамсов. Комиссия по недвижимости на Северном Кипре официально была создана в 2005 году и полноценно начала функционировать в 2010 году. И создана она была Европейской комиссией. И вот мы с вами плавно переходим к теме титулов. Титул – это разрешение государства на владение землей на Северном Кипре. Титул нужен для будущего владельца недвижимости, для того, что если возникнет конфликт, то он может с этим титулом, с этим документом как раз-таки прийти в комиссию по недвижимости на Северном Кипре. Это его правовой такой документ, свидетельство о том, что он стопроцентный собственник с разрешением правительства Северного Кипра на эту недвижимость. Если к вашей земле предъявляют претензии греко-киприоты на Северном Кипре, то владельцы 3 типов титула защищены от посягательств. Если поступает запрос по возврату земли на Северном Кипре, то комиссия по недвижимости рассматривает это заявление и производится денежная компенсация. Итак, какие 3 титула я имею в виду? Это
турецкий титул, обменный и дарственный. Турецкий титул – это земля или дом, который до 1974 года принадлежал турко-киприоту или иностранцу, ни греко-киприоту, ни греку, и на который не могут быть никакие претензии. Этот титул признан во всем мире, и такой земли мало, и поэтому земля с таким титулом очень ценится на Северном Кипре, и она действительно дорогая. И так как турко-киприотов было меньше, я говорила 30/70 соотношений, поэтому земель с турецким титулом очень мало. Есть второй тип титула, это обменный титул. Это обозначает, что раньше земля, которая находится на Северном Кипре, принадлежала греку или греко-киприоту. Но произошел обмен. Либо греко-киприот получил землю на территории Южного Кипра, которая раньше принадлежала турко-киприоту, либо произошла денежная компенсация. Этот титул также имеет хорошее обоснование тем, что была компенсация, и имеет силу в суде и в комиссии, которая создана на территории Северного Кипра. Очень много земель с обменным титулом, и в данный момент ведутся строительства просто огромные как раз-таки на такой земле. И есть третий вид титула ТМД, это дарственный титул. Это означает, что раньше земля принадлежала греко-киприотам, но правительство Республики Северного Кипра за определенные заслуги военных действий и военнослужащим дарила турко-киприотам, туркам вот эту землю. С этой землей могут быть определенные проблемы. Если рядом живет военнослужащий, то иностранец этот титул не получит. Либо, если есть военная база, в пределах 350 метров. Но если вы получили такой титул, то вы полностью защищены. Так же, как при титуле турецком, либо обменном. Итак, друзья, я сегодня вам рассказала про титулы, какие бывают титулы, чем они отличаются, и у вас уже есть представление, с каким титулом недвижимость вы можете покупать. Хочу сказать, что вся наша недвижимость с обменным титулом, и мы на одну недвижимость его уже получили, на вторую мы ждем ответа, и я хочу сказать, что и многие задают вопросы, что есть хорошие объекты, но на них нету титула, как быть. Моя рекомендация для иностранцев: нужно смотреть на титулы, покупать недвижимость, конечно же, с титулом. Но дальше дело за вами. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Если вам понравилось наше видео, то ставьте лайк. И встречаемся на Кипре. Пока-пока!